Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей на канале Астро Эспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет. Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас, что прояснится. Давайте с вами узнаем. И первая колода у нас 78 дверей. Традиционно карты метафорические, которые нам наглядно показывают, открыты двери или закрыты. Но я должна сказать, что 26 апреля планета Уран, ваша планета-управитель, переходит в знак зодиака Близнецы. И она себя там чувствует более комфортно. И за счет этого планетарного транзита раскрывается для нас именно апрель во второй половине. Это время, когда мы уже, как будто нам недостаточно просто предчувствовать, а здесь уже мы переходим и к пониманию более конкретному, и, может быть, создаем как минимум тезис-план. Ключевой момент – не спонтанный выбор, а главный вопрос – что остается после послевкусия именно, после первоначального оптимизма, кто или что остается с нами. И это не усложняет жизнь, а помогает разобраться и отличить заманчивое, такое привлекательное, а тем не менее стабильного. И с переходом Урана в знак зодиака Близнецы это время, чтобы жить хорошо. Но хорошо это не подразумевается какой-то сценарий, который напоминает зал ожидания. Нет, мои дорогие, здесь скорее лаборатория, а вы в ней и исследователь, и сами строгий для себя экзаменатор. И это будет то качество жизни, которое мы закладываем, по сути, до конца 2026 года. Итак, 3 знака судьбы у нас уже готовы. На колоде Таро мы достанем, что скоро произойдет, что вас удивит, быть может. Не исключаю такой вариант. Вторая карта, кто или что появится неожиданно. А третья карта, к чему приготовиться или к чему все идет. Что прояснится или что изменится для вас, что изменится в вашей жизни, а быть может изменит вас самих. Следующая карта, что будет продолжаться с заходом на май. И карта совет, которую откроем в самом конце. Итак, какую подсказку нам дает карта Таро для водолеев? О, все как серьезно. Ну и правда у вас такой период, когда вы определяться можете. Больше это по части работы, труда, занятости, каких-то ваших вдохновляющих планов, когда вы можете самореализоваться. Но и, может быть, по аркану император, у кого-то в личной жизни дома такой император, ну, бывает, увы, а для кого-то все-таки эта карта больше власти или позиции какой-то, которая принята в обществе, системы, иерархии. Может быть, это карты и силы тоже, да, но власть закона, безусловно. Но самое главное – это организация. Тут и банально какие-то конторы, организации могут быть, так и организация вашей жизни. Скорее всего, по этой карте либо вам предстоит во второй половине апреля с кем-то договариваться, может быть, с такими императорами сложными, или просто вам придется пройтись по некоторым инстанциям для того, чтобы для себя прояснить тот или иной вопрос. С чем это связано? Еще один старший аркан. Аркан башня. Это всегда карта трансформации. Это мы можем сами о чем-то думать, и нам, может быть, не хватает знаний конкретно, как мы должны оформить какой-то документ по закону или важную бумагу. Но тут могут быть еще и события, которые именно происходят вокруг вас. Это некоторый ореол или какая-то атмосфера, которая вас подталкивает и вынуждает к действиям. Причем по этой карте есть такое значение, я его часто говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вполне вероятно, вторая половина апреля и где-то с заходом на май что-то вы будете тут обустраивать, реструктурировать. Может быть, вы получите неожиданное известие, когда понимаете, пора. Вот именно теперь нужно действовать. Что это еще? Карта независимого человека и карта отшельника. Такой знак судьбы, который говорит о том, что пусть это ваша задумка или какая-то идея, тема, ее придется осуществлять как бы самому. Возможно, вы не можете поручить какое-то дело другому человеку. Вполне вероятно, и для вас отшельник, он именно ищет свои какие-то философские пути. Возможно, это даже и нет смысла с кем-то делиться, потому что, ну, все равно не поймут. Где-то и ваша роль возрастает, все-таки и аркан император выпадает вам.
Может быть, вам и придется сложные какие-то разговоры, диалоги, будьте к этому готовы. И, может быть, это будет связано как и с внешними событиями, или когда вы окончательно определяетесь, что вам вот именно нужно продолжить определенный путь, или для себя рассмотреть какую-то новую и стратегию, и тактику. Тогда вот на своей волне, да, быть. Потому что, да, это великий философ, и на него никто не повлияет, будь то это какая-то лесть или уговоры, но будь то то же самое, если это что-то не очень приятное или бестактное, может быть, даже, да, он философ, ему все равно, кто там что думает. Может быть, вот эта независимая позиция, тут два независимых человека. Может быть сложный диалог, поэтому я и говорю, который ни в коем случае нельзя, как знаете, в разрушение. А может быть, вам придется философски договариваться. Может быть, и ваш оппонент как раз будет готов к тому, чтобы, ну, рассмотреть вот эти альтернативные варианты. 3 старших аркана. В целом, это могут быть даже 3 разных события, которые связаны либо, к примеру, с людьми. В жизни ваших людей, близких, может быть, людей или вашего ближайшего окружения тоже что-то может меняться. Меняется у них, и где-то это затрагивает и вас тоже. А может быть, это внешняя вообще ситуация, которая, как средство массовой информации, вы что-то слышите. Законы меняются, мои дорогие, какие-то постулаты. Но что это для вас? Как будто есть история, которую вы, может быть, уже предпринимали какие-то шаги или, по крайней мере, думали. По этой карте иногда проходит ожидание. По этой карте иногда проходит и вынужденное ожидание, что я имею в виду, это как регламент. Вы отправили куда-то документы, ждете ответа, или когда подготовят, может быть, из множества бумажек одну какую-то важную, или получение сертификата. Вот здесь может быть с некоторыми особенностями получения важной бумаги, и нужно быть готовым к всему. Вот у кого просто даже с документом совпадает, или с какой-то важной встречей, с важным диалогом, то тут нужно, скорее всего, действовать, или даже если встречаться, может быть, это от вас будет исходить, как будто нет смысла ждать. За исключением, опять же, если это только регламент. Вот тогда по этой карте мы как будто ни вправо, ни влево. Мы вот вынуждены быть, может быть, в какой-то, ну, как, знаете, в замкнутом пространстве. Пока мы не получим этот документ, мы не можем словно двигаться вперед. Или мы не можем что-то осуществлять. Но, видимо, тем не менее, за этот период, пока вы ждете какую-то бумагу здесь, или ответа какого-то, да, или сертификата, здесь тогда будьте готовы, что вокруг будет тоже что-то меняться. Поэтому продумывайте для себя как минимум план А, план Б и план С. Ну и если эта карта совпадает, что это было просто ожидание. Ну вот вы ничего тут себе такого не планировали, не было у вас ни согласований, ни обучения, ни каких-то таких важных контактов. Ну не было таких планов. Тогда тут что-то может нарушить как будто наш привычный ритм жизни. Будьте к этому готовы. Давайте второй знак судьбы. Ну, как раз дополняет эта карта вот этот триплет и говорит о том, что, ну, существует в вашей жизни одно какое-то действие или ваша тема, которая для вас сейчас актуальна. Может быть, нерешенный вопрос или проблема, к которой нужно подойти с другой стороны, как будто бы пронаблюдать. Вот конкретно наблюдение. Да, пажи у нас еще и вестники. Скорее всего, вы можете услышать какую-то весть и решитесь как раз пронаблюдать или найти недостающую информацию или отправиться по инстанциям. Может быть, юристы, адвокаты, у кого-то просто сам по себе чиновник, тот человек, который работает по приказу. Но, тем не менее, он отвечает за те советы или за, может быть, документы, которые он готовит, да. И вот вы будете где-то искать контакты с таким человеком, может быть, или искать такого человека, кто вам может провзаимодействовать и дать ценный совет или дельный какой-то совет. И в то же время вы будете так немножко настороже, и, кстати, это правильно. Конечно, мы можем быть с позиции любого героя, как и у этого сеньора, который выходит из богатого дома и понятия даже не имеет, и даже не представляет и не задумывается, что за ним наблюдают. Мы можем быть как вот этот молодой человек, который оделся так неприметно, никак, чтобы не быть замеченным. Может быть, и для вас придется как будто менять, да, вот так вот облик или имидж, и не один раз, потому что вы услышите не одну новость, а несколько.
до конца апреля. Давайте еще одну карту достанем. Потому что водолеям нужно однозначно решить какой-то вопрос. Может быть, он связан с переездом или у кого-то со сменой работы. По этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Но точно не ожидания. Вот, наверное, пусть это будет, мои дорогие водолеи, а вы как раз, ваш знак зодиака символизирует интеллект. И альтернативные варианты. Ваша планета Уран – это как раз об инновациях, о каком-то новом совершенно подходе. И, видимо, вам свои лучшие черты характера или тем, чем вас наделила природа, придется раскрыть до конца апреля. Но точно не ожидание. Как будто нет смысла бездействовать. Вот как по этой карте 5 мечей. Кстати, иногда эта карта, мы называем ее карта конфликта. Хотя нам тут конфликт именно в этой колоде не показан. Пришла девушка, ну была еще девушка, теперь уже бабушка пришла к двери, думает, ну откроется же в конце концов. А нет, не открылась. Да и дверь-то уже заросла. Нам показывает художник, нет, вот какой-то прежний метод, он точно не сработает. Третий знак судьбы. Вас кто-то любит, мои дорогие. Вот есть человек, король кубков, может быть и конкретно персона, которая рождена под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или имеет асцендент. Но иногда по этой карте проходит семья, близкие. Вот есть и люди, которые вам готовы оказывать и содействие, помощь. Да попросту те, которые вас любят и переживают за вас. Третий знак судьбы. 9 жезлов. Вот смотрите, вы как будто достигли определенного уровня. И существуют в вашей жизни те вопросы, которые, ну вот нужно их все-таки сохранять, да? Вот как этот человек сейчас поставит двери в свой дом и обезопасит свое жилище от воров, мошенников или от каких-то нежданных визитеров. Видимо, вот от нежданных визитеров вам придется и себя сохранять, и свою жизнь. Или, по крайней мере, будет какая-то данность, когда вам нельзя быть чересчур откровенными, мои дорогие водолеи. Вот такой знак судьбы. Может быть, это будет связано, к примеру, с родственниками супруга или с какими-то далекими родственниками. Или пусть это будут те дела даже, которые вы планируете делать. Но, может быть, пока вы с чем-то не определились, не предвосхищайте что-то. По 9 жезлов мы уже накопили силу. Хотя, я должна сказать, вот для тех, кто из вас человек семейный или есть какие-то взаимоотношения, все же у нас тут именно семья, да, если мы так рассуждаем. А дальше у нас 2 пентаклей. Здесь это синхронные ныряльщики. И дверь на дне бассейна откроется именно, когда синхронизированы будут их действия. Вот вам какая-то синхронизация может быть с человеком необходима. Может быть, это, как знаете, создать себе дополнительную подушку безопасности. Может быть, это с кем-то даже из старших родственников договориться. Но это для тех, кто помоложе. Или пусть для тех, кто как поколение более взрослое. Все равно, понимаете, тут в вашем окружении, по крайней мере, давайте, даже если вы один или одна, тут может появиться тот человек, ну, не из ниоткуда появляется, тут, скорее всего, тот, кого вы уже знали. И значит, как-то вам могут быть полезны эти отношения в целом. Как вот к ним подойти, подступиться? Вот тут вам задача продумать. Как будто от того, насколько будет синхронизировано, у вас либо будет помощь зависеть, либо решение какого-то вопроса, с чем это связано. Но тут нельзя от чего-то отказаться. Хотя по 9 жезлов мы можем закрываться. По 9 жезлов мы как раз можем кому-то тоже не верить. Потому что прежняя история, вот у кого-то история, даже пусть она связана с конкретным человеком, когда она шла коса на камень. Или когда вы понимаете, что ну, мы настолько разные люди, а ну, видимо, люди разные, я такое допускаю, а есть еще нерешенные вопросы. Может быть, это и к вам знак судьбы, какой-то человек так более лояльно проявится. Здесь у нас дверь закрыта, да, но как будто уже нас встречают возле дверей. Да, дверь потом закроют. Как только этот рыцарь достигнет вот этой девушки, которая ему уже так машет рукой издалека. Рыцарь едет с подарком, поэтому это и вы где-то можете искать подход. Но и к вам могут искать подход. Но так или иначе, даже если кто-то внезапно появляется на вашем пороге
или что-то пишет вам, или телефонный звонок. Ну, наверное, в нашу цифровую эпоху может быть все что угодно. Не отталкивайте. Рассмотрите какие-то варианты. Тут явно есть для вас какая-то польза. Иногда это сама по себе ситуация, которая, хоть нам и выпал король кубков, но может быть это и по работе. Есть конкретный проект, который вас вдохновляет. Но вот как к нему подступиться, пока непонятно. Или это какая-то ваша задумка, ваш план. Тогда придется видоизменить. Скорее всего, вам придется менять свои планы. И я не исключаю, что для кого-то из вас придется таки взаимодействовать, может быть, даже с теми людьми. Это будет зависеть от ряда причин. Может быть, обстоятельства так складываются или внешние события. Для кого-то банально договориться и подписать, в конце концов, какую-то бумагу, документ. А для кого-то, потому что это сотрудничество, имеет продолжение. У каждого по-своему. И с учетом 8 кубков, тут ведь, правда, могут быть запутанные истории. Но, видимо, любой Гордиев узел требует от вас Соломонова решения. Как-то так. Что же скоро произойдет? Что вас удивит, мои дорогие водолеи, королева жезлов? Здесь может удивить, как и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Но где-то и карта нам всегда говорит, вот архетип карты, примерить, на себя, вот именно такие энергии. Это тот человек, сильный человек, который создал сам себя. Но это было не на пустом месте, а было на множественных ошибках. И вот теперь умеет себя сохранять королева жезлов. Умеет она не рассказывать о своих планах, правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Может быть, и будет такой человек в вашем окружении, который мыслит не так, как вы. И где-то он вас может заинтересовать. Может быть, неожиданно сказанной фразой. Или каким-то образом вы сами будете думать о том, что какое-то сотрудничество с этим человеком вам тоже может быть полезно. Что вас удивит? Вот смотрите, карты, которые еще одна персональная, две, по сути дела, персональные. Я не исключаю, что вас могут удивлять, как и люди, кстати, которые принадлежат к вашему близкому окружению. Иногда это наши близкие супруги, опять же, как и по королю кубков, так и по королю пентаклей. Есть такое значение. Для кого-то это, если я сказала королева жезлов, человек, рожденный под знаком зодиака стихии огня, так вот точно так же под знаком зодиака стихии земли. Телец, Дева, Козерог или опять же и асцендент. И мы по полу карту не рассматриваем. Мужчины, женщины, много людей. И в принципе, значит, многие вас удивят. И может быть, это отчасти то, что вы услышите, узнаете. Будет несколько неожиданно. Может быть, это совместное какое-то сотрудничество у вас будет продолжено. Смотрите, десятка пентаклей. Но я точно так же и не исключаю, что это ваша какая-то новая идея, может быть, с вашим близким человеком, когда вы задумаете или проект десятка, проект, который в конечном итоге для вас будет означать именно получение денег или улучшение финансового положения. Может быть, и помощь финансовая, мои дорогие. Кто-то вам откликнется все же, даже с учетом вот такого последнего знака судьбы, я это тоже допускаю, потому что рыцарь Пентаклей все-таки едет с подарком. Поэтому для кого-то из вас у вас есть тот, кто может поддержать. Но и вы как будто сами тоже будете что-то прогнозировать или будете переходить от своих прогнозов именно к первым действиям, апробировать, скорее всего. Потому что вторая половина апреля, она именно как проба пера. Для кого-то из вас может быть помощь материальная для того, чтобы вы совершили важный платеж. Или иногда по этим картам это вы ищете вариант закрыть кредит. Или, может быть, у кого-то декларация, или проплата налогов, или наоборот, взять ипотечный кредит. Вот есть здесь какой-то финансовый интерес, и вас отчасти может удивить человек, который может вам либо дельный совет дать, либо каким-то образом помочь. А может быть и подарок. Следующая карта. Что или кто появится неожиданно? Деньги. Вот опять же. Да, денежная история для вас, мои дорогие водолеи, не на последнем месте. Может быть, и есть такая, знаете, тема, когда для кого-то, вот уже глядя на все карты, вам вдруг срочно понадобится создать как раз какой-то документ или получить важную бумагу и куда-то поехать, к примеру, визу.
И для этого вам тоже нужны и деньги на поездку, и продумать вам что-то придется. Где-то вы будете искать недостающую информацию, понимать, что да, вот как альтернативный вариант может что-то не сработать. И вы будете рассматривать для себя план А, план Б, план С, чтобы, ну, как подушка безопасности или запасной аэродром. Но все-таки финансы, они остаются, это, знаете, как тема номер раз. Пусть даже это какое-то согласование, но, может быть, за которое нужно заплатить, так тоже бывает. Но очень часто шестерка пентаклей – это помощь высших сил. И значит, все то, что происходит конец апреля, и смело могу сказать, май месяц тоже где-то в этих энергиях проходит, это все не случайно. И люди вам могут прийти на помощь, и тогда не отказываемся. Но это может быть, знаете как? Вот башня, иногда говорю, камни с неба словно. А для вас, мои дорогие водолеи, это выход из какого-то сложного лабиринта. И тогда, хочешь не хочешь, будешь рассматривать какой-то альтернативный вариант. Потому что по этой карте нельзя упустить какую-то возможность. И будьте внимательны, где-то карта говорит, если уж мы спросили, кто или что появится неожиданно. Просители могут тоже неожиданно. Дай денег или одолжи денег, я тебе отдам. Увы, эта карта работает только в одном направлении, в направлении вас. Это у вас сейчас такая энергетика или аура вокруг вас, или атмосфера, называйте как угодно. Вам высшие силы помогают кумулировать эти средства. Они вам будут зачем-то нужны. Это колода Чиро Маркетти, он изобразил, руки вот буквально тянутся. А карта говорит, помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. Денег в долг не даем. Хотя так неожиданно кто-то с просьбами может и объявиться. К чему приготовиться? К чему все идет? К любви, мои дорогие. К взаимодействию, договоренностям. Даже если очень сложным. Вот здесь нужно. Есть как минимум одна персона. Мы уже говорили об этом с вами подробно. С кем вам будет очень важно договориться. И, кстати, Чиро Маркетти изображает рыбу, мои дорогие, 2 кубка и рыбу. А рыба – это у нас символ путешествий, переездов и финансового благополучия. Поэтому тут какие-то отношения, которые включают и, может быть, и ваш интерес финансовый. Но я не исключаю, что и интерес тоже к вам. Может быть, это и какое-то сотрудничество, но все же 2 кубков – это карта о верности. Поэтому взаимный должен быть энергообмен. И где-то 6 пентаклей ведь тоже о взаимном энергообмене. Как будто пополам, если вы кому-то даже помогаете, то вам должны откликаться. Если это игра в одни ворота, то тогда это нужно завершать. Следующая карта. Как изменится ваша жизнь? Или что прояснится, возможно? Прояснится какая-то поездка. Прояснится ваша траектория. Как изменится ваша жизнь, а тут все изменится совсем скоро. Это карта заслуженного успеха, но это когда мы отплываем от прежнего берега. Это мы как переворачиваем страницу очередную, да, нашей повести и пишем уже новую главу. Карта говорит, что какой-то жизненный этап у тебя уже позади. Да, мужество потребуется на что-то решиться. Может быть, и вам придется решать непростой вопрос, где-то с учетом финансов, и договариваться. Вы планировали не договариваться, а тут так вот обстоятельства будут складываться, что, ну, где-то через внешние события вас, может быть, и вынуждает та или иная ситуация вкупе с вашей задумкой. Рассмотреть вот эти самые альтернативные варианты. Для кого-то работа на дому, для кого-то новый вид творчества, изучение иногда по этой карте, работа в интернет или изучение, может быть, новых цифровых технологий или освоение каких-то ресурсов, эфир, пространство, интернет, помимо поездок, переездов, да, перемещений самих по себе, вот очень емкая карта. Но в результате, когда мы не сидим и не ждем, да, к нам приходит успех. Что будет продолжено на май? Король мечей, но это ваша карта. Вы знаете, вокруг вас очень много людей. Как и в мае, так и до конца апреля. Приготовьтесь где-то к этому. Причем люди в разных энергиях. Посмотрите, и кубковые, и пентаклевые, и огненные энергии, ну и ваши мечевые. Конечно, это можете быть и вы сами, но это может быть и человек, который тоже рожден под знаком зодиака, стихии воздуха.
близнецы, весы, ну или как вы, водолей, или имеющий там асцендент. По крайней мере, какое-то сотрудничество будет у вас точно продолжено. Я уже не раз об этом говорила, и все началось с аркана император. Но есть, может быть, конкретная персона, которую мы, ну, не сбросим со счетов нашей реальности. Придется, может быть, договариваться, но я и не исключаю, ведь император – это мера ответственности. И, кстати, по королю мечей тоже. Может быть, это какой-то человек не просто вам помогает, а сотрудничество полезно. Это есть и ваш какой-то интерес. Я не исключаю интерес со стороны человека, но точно так же и есть что-то для вас ценное. Вполне вероятно, выстроить отношения хоть и не просто вам придется. С чем это будет связано? Давайте дополнительную карту. Тут начало. Или, может быть, у кого-то и примирение. Или, когда вопросы, которые касаются детей. Или конкретно вы получаете вот от какого-то человека. Иногда у нас идут юристы, адвокаты, люди узких специальностей. Вы получаете, может быть, как известие. Или вам нужно самим, вы ищете такого человека, как эксперта, для того, чтобы решить какой-то свой вопрос. Так вот, вы можете от него услышать что-то очень важное. Для кого-то из вас это будет все-таки через сотрудничество и новый проект. По тройке пентаклей это работа в команде. Поэтому, может быть, у вас есть, может быть, тоже человек не совсем простой, безусловно, по королю мечей. Но вот, видимо, общие точки взаимодействий придется искать, потому что здесь от него, как и известие, новость может поступить, или какое-то предложение, или пусть инсайт, вас будет что-то объединять. Причем как общий проект, либо это интерес финансовый. Это будет продолжено на май. Карта совет. Вот интересно, когда в моем раскладе в разных колодах да совпадают две карты, тем более у нас два старших аркана, отшельник. Вот понимаете, с одной стороны, нам уже многократно на все лады карты сказали, придется с кем-то договариваться. Но какие-то параллели, может быть, даже не хочется, и встречаться не хочется, и говорить уже не о чем. А вот как-то так сложатся обстоятельства, придется, мои дорогие. Но при этом, при всем, мы как независимая личность. Вот вы, мои дорогие водолеи. Я не исключаю, что это, знаете, будет какая-то важная встреча, как двух людей. Когда-то очень давно была такая песня «Встретились два одиночества». И вот правда. И мы ведь все разные, правда? И может быть даже для кого-то люди в возрасте, я такое допускаю. Или имеется в виду какой-то там совсем преклонный возраст, но это зрелый возраст. Когда у каждого какая-то своя история грустная определенная есть. Или что заставило вот в такое одиночное путешествие уйти. Или есть какой-то период разочарований, он был, по крайней мере. И, может быть, вам придется договариваться с таким человеком, вас может свести судьба с таким человеком. У вас очень много персональных карт, и еще и двойка кубков. Неожиданная встреча у кого-то из вас может быть, или неожиданное знакомство. Но по двум этим картам ни с вашей позиции, ни со стороны другого человека нет здесь такой, знаете, ну, суперактивности, что ли, потому что каждый делает очень осторожные шаги. Но это вполне вероятно. Могут стать те отношения, которые начинаются вот до конца апреля или продолжаются где-то, может быть, знакомство состоялось, может быть, тут как с новой силой, где-то с заходом на май, я такое могу тоже предположить. Но, значит, есть какие-то общие интересы, может быть, как раз вас и объединяют сложные характеры. Или, как вы знаете, отзеркаливаете друг друга, потому что какая-то прежняя история одинаково пройдена, как у одного человека, так и у второго. Но время, если в целом совет, время мудрых решений. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, такие интересные и душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки будут в описании под видео. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.